YouTube уже пестрит видосами и шортсами про кринжовость русской речи в аниме «Моя соседка Аля иногда кокетничает со мной по-русски». Ой, покраснел, прям как ребенок. Я же задался вопросом, есть ли в Японии сэйю, которые справились бы с этой ролью лучше, и почему студия остановилась именно на Уэсаки Сумире. Ну что же, давайте вместе подбирать сэйю Алисе Михайловне Кудзё. И пойдем мы по нарастающей. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. С чего бы начать мои поиски? Очевидно, никаких списков сэйю, говорящих по-русски, скорее всего нет. И я начал вспоминать, где мог слышать русскую речь. Ну, конечно же, в играх, где есть японская озвучка и персонажи из России. И я сразу вспомнил про Аю Сузаки. Так уж вышло, что несколько лет своей жизни я отдал игре под названием Kantai Collection. Игра про аниме-девочек, которые являются военными кораблями времен Второй мировой войны. Так вот, в Кантае есть и русские корабли. Например, эсминец Хибики, которая после второго ремодела переименовывается в эсминец Верный. Ведь в реальности после Второй мировой войны он был передан Советскому Союзу по репарациям. И да, Верный вставляет в свои фразы русские слова. Как вы догадались, Верного озвучивает Ая Сузаки. Причем как в игре, так и в аниме, которое вышло в 2015 году. В те времена даже случился небольшой форс, так как она в аниме по любому случаю говорила на русском «хорошо, хорошо, хорошо, хорошо». В игре же у нее куда больше фраз и слов. Спасибо. Но в любом случае все они перемешаны с чисто японской речью. И если спасибо, до свидания или хорошо она говорит с акцентом, но достаточно чисто, то слово полночь или борщ даются ей с трудом. Ей еще доверяли озвучивать, например, самозарядный карабин Симонова в игре и аниме Girls Frontline, но никаких русских фраз там не было. А самая звездная роль Аи Сузаки — это Мака Манкансёку из аниме Kill la Kill. Вот там она действительно отжигала на весь свой скилл актрисы. И если вы сейчас подумали, что я вам втираю какую-то дичь и затягиваю ролик, то нет. Я вам наглядно демонстрирую то, как у японцев очень плохо с произношением иностранных слов, заканчивающихся на согласные. И если вам кажется, что я специально выбрал сэйю, плохо говорящую по-русски, то вот вам еще немного русских слов от сэйю, озвучивающих другие советские корабли. Например, Ташкент. Или Гангут. Еще что-то нужно говорить или и так понятно? Однако, должен признать, длинные предложения на русском Ая Сузаки не смогла бы выговорить. А ведь именно это нам и надо, поэтому будем копать дальше. И вариантом сэйю номер 2 у нас будет Нао Таяма. У нее куда больше ролей, в том числе звездных, чем у предыдущей сэйю. Это и Читоге из Нисекои, и Юи из Орегайру, и эльфийка из Убийцы Гоблинов. А для меня она всегда будет сэйю Конга. И у нее нет типичных проблем японских сэйю с выговариванием слов, заканчивающихся на согласные. Все потому, что ее отец несколько лет жил за границей и в совершенстве владеет английским. А ее английский пусть и не идеален, но на достаточно хорошем уровне и легко воспринимается на слух. Ролей, где ей приходилось говорить на английском, мало, но вы же понимаете, что я ее включил в список не просто так. Была у нее одна роль типичной русской, где ей пришлось говорить на великом и могучем, причем не единичными словами. Аниме называется Dumbbell Nan Kilo Moteru. Ну, то самое, где чувак сдувается, стоит ему надеть одежду. И в этом аниме Таяма, озвучивающая типичную русскую армрестлершу Зину Бойд, не просто говорит по-русски, но и даже матерится. И здесь. А вот здесь так и вообще целое словосочетание. До свидания, Хибики. И так как у нее есть навык разговора на неяпонской речи, она даже владеет ударениями. Переслушайте еще раз, и вы услышите не обычные для японского языка ударения сменой тона, а ударные, типичные для английского и русского.
Таяма Нао вполне могла бы озвучивать Алю, если бы не одно но. Это совершенно не ее типаж персонажа. Алиса Михайловна Кудзё — это флегматичная и упорная трудяга, холодная принцесса прямиком из снежной России, которая скрывает свои настоящие чувства. Милашка. А звонкому голоску Нао Таямы, несмотря на ее личное желание озвучивать злодеек, уже приклеилась амплуа Сэю, которая озвучивает в основном позитивных персонажей с архетипом Генки, вечно веселых раздолбаек, таких как Зинобойд, например. И прежде чем мы перейдем к следующей кандидатке, я напомню, что вы всегда можете поддержать видео лайком, комментарием или же материально через Boosty, где тамошние подписчики увидели это видео раньше. А еще сейчас там выходят реакции на Код Гиас от меня, фаната, и новичка, который смотрит в первый раз. Отличное сочетание. Переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код. Спасибо тем, кто уже подписан, а мы продолжаем. А продолжим мы с Сумире Уэсакой, текущей Сэю Али, чью русскую речь в интернете называют кринжовой. А настолько ли она плоха? Как вы могли убедиться, по сравнению с лучшими из тех, кого я смог отыскать, ее речь будет чище. Я вам сейчас еще раз дам послушать войс-лайны для сравнения. Все, больше не хочу. Ой, мама. В чем секрет? Да в том, что она просто влюблена в Россию и в российскую и советскую культуры. Давно в детстве маленькая Сумире услышала гимн СССР, и он ее очаровал. С тех пор она и увлеклась всем русским. В 2010 году она поступает на факультет иностранных языков, а дипломной работой становится исследование ранней истории Красной Армии. Я только изучала русский язык 4 года в университете. В каком университете? Где? В университете София. София. Здорово. Спасибо. Здорово. Милитари тематика ее увлекает очень сильно, и можно найти целую уйму ее фото в гимнастерке или на фоне танков. Понятное дело, она не могла пройти мимо аниме Girls und Panzer, где озвучила Нонну, командира танка из русской танковой школы. Ну а вырезка, где она в паре с другой Сэю поет Катюшу, разъезжая на танках, облетела все интернеты. Уэсака Сумире, наверное, самая большая продвигательница русской культуры. Постоянно рассказывает про малоизвестную в Японии историю России /СССР, пишет статьи про то, как важно через аниме укреплять среди молодежи российско-японскую дружбу и так далее. Вы серьезно думаете, что на главную роль русской девушки, живущей в Японии, взяли кого попало? Вообще нет. Она отлично подходит не только своей любовью к России, но и тембром голоса. Так что выбор очевиден. Но есть ли вариант еще лучше? Существует ли Сэю, которая будет лучше говорить на русском, чем главная фанатка России в Японии? Да, существует. Сейчас я вам вставлю фрагмент из аниме, только держитесь крепче. Я еще новенькая и совсем ничего не понимаю, но я буду стараться изо всех сил. Так что научите меня всему, Ранко-сан. Нет, это не фандап. Вот она же говорит чуть ранее на практически чистом японском. Ее зовут Евгения Ивановна Давидюк. В Японии же работает под псевдонимом Женя. Она русская, родилась в Новосибирске, увлеклась аниме, а в нулевые переехала в Японию, чтобы стать сэйю. Ну и стала, как видите. Ведет образовательную программу на одном из японских телеканалов, посвященную изучению русского языка, а также консультирует по вопросам произношения и применения русского языка в фильмах и аниме. С самого детства мне запрещали все милое. Я уже через монитор чувствую, как вы кричите: «Так почему на роль русской девушки не выбрали русскую Сэю?» Не надо думать, что это мы такие умные, а в продакшн-комитете все тупые. Женю Давидюк определенно знают в индустрии. В тех же Girls und Panzer она озвучивала Клару, которая находилась в одной команде с уже известной вам Нонной, которую отыгрывала Уэсака Сумире. А что же будет делать наша дорогая Катюша?
похоже, собирается уехать учиться в Россию. Сразу скажу, почему конкретно выбрали не ее, я не знаю. И скорее всего это закрытая информация. Сейчас я лишь попытаюсь представить ход мыслей комитета по продакшену. Во-первых, Женя хуже подходит на роль Али чисто из-за тембра и возраста голоса. Если вы еще раз переслушаете отрывки, то услышите, что Сэю так-то не молодая. Ей 43 года, и это чувствуется. Аля же еще учится в школе. Опять же, другой тембр. Далее. Она слишком чисто говорит по-русски. А ведь в аниме есть еще и ее сестра Маша, у которой в аниме тоже есть русские фразы. И на фоне чистого русского Али Маша будет слышаться как минимум неуместно. Ну что, пойдем? Ну и в-третьих, это звездность. Сумире-сан имеет за плечами огромный шлейф из ролей, в том числе главных. Это и Нагатора, и Май из Мусаги no Phantom World, и Шалтир из Оверлорда. Она достаточно популярна в Японии, и у нее очень сильный продюсер. У Жени же за плечами лишь несколько ролей второстепенных персонажей, и все. Кто бы что ни говорил, но аниме делаются в первую очередь для внутренней аудитории. В продвижение и рекламу вбуханы огромные деньги. Стоят огромные живые билборды в центре Токио. И что кто-то из России на почти заблокированном ютубе недоволен тем, что Сэю не говорит на чистом русском, никого из воротил аниме бизнеса не волнует. Хоть сквозь землю провались. Да и не говорит она уж совсем плохо. Сравните с тем, с какими усилиями говорят Сэю детей из русской школы. Там некоторые слова вообще неразличимы. И это у профессиональных сэйю, которые могли бы просто заучить правильное произношение для пары-то слов. Мое мнение, как вы уже могли догадаться, такое. Ну да, Аля немного кринжово говорит по-русски, но какого-то сильного хейта, который пытаются раскрутить, она не заслуживает. Осталось только вам рассказать про русский текст, который появляется в этом аниме. Наверное, все заметили, на каком чистом литературном заполнена тетрадь Али в 3-й серии. Здесь нет типичной клюквы, когда авторы игр и фильмов просто ставят рандомные слова, прогнанные через автопереводчик. В аниме Алина фраза ярко маркирует то, что фразы для персонажей писал явно носитель русского языка. И это действительно так. Консультантом по русской речи выступил Евгений Ужинин, полиглот родом из Приднестровья, который работает преподавателем русского языка в Токио. И судя по всему, работал он только с текстами, которые говорят и пишут персонажи, но не с тем, как их выговаривают сэйю. Иначе бы он заменил тяжело выговариваемое слово и заменил бы его. Надеюсь, вам было интересно. Пишите, что вы думаете о сериале, о выборе сэйю, смотрите видосы на канале про другие аниме. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.